мы живем намного лучше, чем многие страны мира, духовно. И передавая вот наши вот эти красоты позитивные, я бы хотел довести до наших жителей, что мы живем в прекрасной стране, где люди улыбаются, где люди открыты сердцем. Друзья, с вами Рубия, и я приветствую вас в 5-м эпизоде нашего подкаста из солнечного Таджикистана. Сегодня я хотела вам рассказать, что я, приехав в родной город, не могла пройти мимо этого чудесного творческого места и не познакомиться с замечательными творческими людьми, которые создали очень красивую, уютную студию в нашем городе Душанбе, Nur Pottery. Это место, где волшебство глины и творчество сливаются воедино в удивительных произведениях, и каждый из шедевров — это воплощение волшебства и мастерства. Сегодня с нами один из основателей этой студии Nur Pottery в городе Душанбе, Фарух Нигматзаде. Он также является известным художником в Таджикистане. Здравствуйте, Фарух. Здравствуйте. Как вы поживаете? Спасибо. Рад видеть вас. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство, что вы проявили желание немножечко рассказать нам о вашей студии и о вашем творчестве. С удовольствием. В искусстве я давно, с первого дня рождения. Менялась страна, название, менялись какие-то события, но я оставался в искусстве и все время в этом и жил. Это очень здорово, и я вот хотела начать как раз-таки наше общение со слова, наверное, вдохновение, потому что так или иначе каждое дело любого человека начинается именно с вдохновения. Что именно вас вдохновило на этот творческий путь? И расскажите нам об этой студии, гончарной студии Nur Pottery немножечко, и о вашем творчестве, пожалуйста. Это гончарная студия, продукт, скажем, моих уже детей. Они росли рядом со мной и прямо или косвенно, но всегда были рядом и видели, что получается, что я рисую. Я их часто забирал с собой в поездки, в горы, показывал им, объяснял им. И в какое-то время мой старший сын говорит: папа, а что будет, если мы вот это перенесем на ежедневную утварь, керамику, то есть когда люди на столах своих, или утром, или пользуются и смотрят на это. Очень позитивная, замечательная идея. И вот, знаете, первые шаги-то были очень такие робкие. То есть я даже помню, что это были просто какие-то вот тарелки, где покупались на базарах и расписывались какими-то примитивными узорами там. Вот. Дальше стало серьезнее, когда появились идеи, а давайте мы переложим какие-то сюжеты картин таджикского быта вот на это. Да, тоже замечательно, но я этим сам заниматься не могу, у меня своя работа. Вот. Давайте вы научитесь, или давайте привлекайте молодых художников, художниц, да, вы решаете две задачи. Во-первых, вы привлекаете молодежь, которая оканчивает колледжи, художественные вузы, у которых есть какой-то опыт рисования. Вот здесь они совершенствуются, здесь они получают какую-то даже свою профессию. В жизни у них потом еще все впереди, они могут сами это еще продолжить. Вот. А все, что технически по этим изделиям, то, что знаю я, конечно, помогу. То, что вот здесь еще специально технически, это
ну, печка. Я этого не понимаю. Вы привлекаете специалистов. Проблема в том, что специалистов почти не осталось. Долгий период, когда эта сфера керамики была не востребована. Уехали многие. Уехали и по нужде, и по и на какие-то другие причины. Вот пришлось штучно где-то искать. Даже первые были специалисты, это из Ригара. Ригар — это город-спутник, он находится почти 60 километров от Душанбе. Они приезжали сюда. Это было на первом этапе, была маленькая примитивная печь, сделанная собственными руками, как вот мастера из Ригара сделали. Очень энергоемкая, очень неудобная, очень такая мало позволяющая там положить продукцию. И Фируз, Фарзот, Нодира, как-то это мои дети, собрались, пригласили меня и говорят, а давайте мы это поставим на какой-то современный, цивилизованный уровень. Как вы на это смотрите? Я им сразу сказал, если вы это будете делать, делайте хорошо. Для этого нужно оборудовать помещение по всем стандартам, чтобы это было светлое, теплое, пожаробезопасное, доступное, эстетически красивое, с элементами современной, скажем, технологии. И этот посыл, наверное, они услышали, готовились долго. Смотрели, ездили. Я сам выезжаю за рубеж с персональными выставками, часто дома. Вот. И даже настаивал на том, чтобы меня кто-то сопровождал. У меня есть причина, по которой меня надо сопровождать, со здоровьем. Убеждал принимающую сторону, что меня должен сопровождать или старший сын, или что. Вот. Всегда шли навстречу. И вот он это, знаете, смотрел и в Италии, и в Америке, в Турции, где очень хорошо развито это все. Были какие-то определенные курсы, которые он проходил по керамике? Нет, наше пребывание там было очень ограничено. То есть выставка какой-то там, и мы возвращались. Самоучка? Нет, это, давайте по-другому слово, наверное, самореализация. Да? То есть информация. Есть во всех же этих интернет, ютубе там где-то, я так плохо понимаю это, но в интернете. Да. Вот. Записывались в группы, записывались на эти уроки платные. И постепенно. Вы видите, вот здесь весь материал, да, вот эти станки, вот эти вот, даже вот этот стол, они сами сделали, видите, с этим. Искали по всему нашему, скажем так, не так далеко, что было, но Европа, Турция там где-то вот. И вот это все они договаривались. Это краски итальянские, вот эти вот станки немецкие, печки, то есть качество хорошее. Даже глина, которую они используют, немецкая. Фарзот, здравствуйте. Здравствуйте, Рабиа. Вы являетесь таким, насколько я знаю, таким связующим человеком, который знает здесь все в студии, в мастерской. Я хочу, чтобы вы рассказали нам немножечко о произведениях, о том, чем вы здесь занимаетесь, что вы здесь проводите. Расскажите, пожалуйста, об этом и о какой-то технической части. В этой студии мы производим продукцию для нашей галереи. У нас есть сувенирный магазин, мы там продаем свои вещи, товары. Кроме этого, мы проводим мастер-классы, обучаем людей,
керамики. Много туристов приходят, для туристов показываем. Создается керамика, какие материалы используем, какие краски мы используем, какие оборудования используем. Все это показываем, обучаем. У нас тут 3 направления. Первое направление у нас ручная лепка. В ручной лепке я преподаю, я обучаю. Потом у нас еще есть гончарная работа и роспись по керамике. Вот 3 направления у нас в этом студии мы обучаем. И именно на этом столе у нас проходит ручная лепка. А там у нас гончарная работа. Вот там у нас 10 штук гончарных кругов. Гончарные круги у нас все импортные. Японские гончарные круги, Нидек один из лучших в мире. На том столе мы проводим роспись по керамике. Роспись по керамике – это когда мы даем уже готовые заготовки, уже прошедший утильный обжиг керамику. И люди, наши гости, приходят и уже начинают роспись по керамике. Можете, пожалуйста, рассказать вот про эти оборудования, которые здесь стоят? Да, у нас тут раскатчик, мы тут раскатываем глину, и у нас мы сюда ставим глину, и отсюда у нас выходит пласт, пластинка глины. И это мы используем уже на работах своих. Это раскатчик у нас. Тоже раскатчик, это маленький. А та оборудование уже для чистки глазури. Мы чистим черепок от глазури. Это у нас сушильная камера или сушильный шкаф. Мы туда сушим наши изделия. Когда мы создаем, допустим, кружку, да, из глины, она должна сперва высушиться. А если мы, например, поставим на комнатную, да, температуру, на комнате поставим изделие, она будет сушиться так медленно 2-3 дня. Это у нас муффельная печка. Объем 220 литров. Это от компании Naberzer, немецкая компания, она один из лучших в мире. Мы тут обжигаем нашу продукцию. Керамика, в общем, 2 раза проходит обжиг. Первый обжиг – это утильный обжиг. На этом обжиге глина превращается в керамику. Пока что она еще не прошла обжиг. Мы сегодня же поставим на утильный обжиг 950 градусов. Она где-то 10 часов будет обжигаться. После того, как она пройдет обжиг, мы уже можем рисовать на них глазурью. И после того, как мы нарисуем что-нибудь, и после этого мы можем уже поставить на второй обжиг 1050 градусов, так как мы используем низкотемпературную глину. И на втором обжиге наши краски, которые называются глазурью, они превращаются в стекло. И после этого мы можем уже использовать, если она посудная керамика, можем использовать на кухне, в общем, для питья, для еды. Если это декоративная керамика, то можно уже использовать. Кстати, я вижу там свои изделия. Тут мы проводим мастер-классы по гончарке. Тут у нас гончарят вазы, бокалы, косушки. У нас тут немецкие хорошие гончарные круги. Нидек называется, и Ревсан турецкая. Мы хотим в этой студии обучать наших граждан керамике. Мы скоро, как мы сказали, запустим обучающие курсы. Мы хотим, чтобы люди увлекались керамикой, обучались керамикой. Пока что у нас это в городе единственная, первая современная студия, но мы хотим, чтобы таких было много, побольше. Да, я очень тоже надеюсь, потому что это действительно очень классное творческое дело, и я надеюсь, что больше молодежи, больше зрителей будет приходить сюда и будет развивать вот это искусство, которое вы начали. Спасибо вам большое за ваше дело, за то, что показали нам тут все. Это было очень интересное, увлекательное общение. То есть вы видели во всем этом такой некий потенциал, потому что
перед тем, как инвестировать во что-то, те же самые, да, оборудование очень качественные, люди инвестируют, потому что видят какой-то потенциал. А какой вы, как отец, да, к которому пришли дети и спросили совета, начать ли это дело, какой вы видели потенциал в этом деле в целом? Я не верил, верите, сначала. Сказал, что это такие энергоемкие, финансово емкие проекты. Вы должны совместно с кем-то. Ну, вот они обращались куда-то, но не нашли никаких спонсоров, никаких-то этих. Вот. Так как у меня были связи свои, ну, я художник, да, меня как-то знали другие вот, в кругах. Что-то там где-то немножко, там где-то. И вот это не 1, не 2, не 3 года. Все это складывалось, собиралось и потом притворилось в жизнь. Я знаю, что у Nur Pottery изначально это была галерея, правильно? Nur Gallery, где выставляются эти работы. Она и сейчас есть. Сейчас есть, Да, ага. она и сейчас есть. Она базируется там в гостинице Хаят. Вот. И когда первые изделия, вот с, я вам покажу, вот с такими моими, скажем, Рисунками. да, рисунками таджикского фольклора, там начали у них появляться, то и начали ему заказывать, говорят, и нам сделай, пожалуйста, такой чайник. А потом это перешло, знаете, в сервизы, да, вот такие вот, как вот, комплект такой. И чайник. Потом перешли в этот, в тарелки. Так как быт наш, знаете, ну, плов на тарелке мы видим, какие-то эти. И они просто красиво висят. А самое главное, это самобытность Таджикистана. Ее люди, ее природа. Вот, и в той подаче, вот как я рисую, вот они немножко утрированы, если вы заметили, да? То есть классицизма нету, там абстракции нету, они имеют свою какой-то шарм свой. Вот это и привлекает. И это вот с чашки, с чайника, с тарелки, потом сервиз, а потом еще, если знаете, вот на стол кладете placement, да, называется он? Ну, я не знаю, вот такая штука, там напечатана картина моя. Вот это все в этом. Получается гарнитур, а потом к этому гарнитуру нужна была скатерть. Адрас, да, вот это наш адрас. Получился вот так адрас, вот эти ну, какой-то вот уголок абсолютно восточный. Ну, на самом деле, смотря на различные изделия, можно наблюдать именно очень такую уникальную, да, картину именно нашего таджикского народа и какую-то душевность. Каждый раз, когда вы создаете какие-то картины, а потом эти картины переводятся, да, в это гончарное произведение, как вы приходите к этим вот картинам? Чем вы руководствуетесь? Что вы хотите передать? И кому вы хотите передать? И какую, наверное, эмоциональную реакцию вы надеетесь вызвать у зрителей? Картины приходят из моих поездок сами по себе. Я очень много езжу по горным кишлакам, по нашим районам. Вот. И так как я много езжу по миру, то я вижу, где кто как живет. Я вам скажу, что мы живем намного лучше, чем многие страны мира. Духовно. И передавая вот наши вот эти красоты позитивные, я бы хотел довести до наших жителей, что мы живем в прекрасной стране, где люди улыбаются, где люди открыты сердцем, где люди рады другим людям, где не хватает чего-то, но мы счастливы. И у нас большой потенциал, наш генофонд. Если вы заметили, наши детишки все всегда улыбаются, смеются и прыгают, бегают, и у них, знаете, вот энергия хоть отбавляет. Вот. Я хочу довести до старших, что как бы
нам тяжело не было, каких-то экономических, каких-то там социальных, да. Мы живем в прекрасной стране, с прекрасной природой, с замечательными людьми, и у нас все хорошо. Есть проблемы общемировые, да? Кризис, безработица. Но если вы заметили, наши ребята уезжают в далекие страны, в Россию, в Европу, в Соединенные Штаты, они находят себя там. Потому что в них заложена в генность созидательность. Убирая снег где-то там в России, они начинают думать, что потом они все-таки куда-то дальше. Кстати, недавно видел по телевизору целый огромный район на Дальнем Востоке. Весь такой обшарпанный был, там были в советские времена какие-то коровники, какие-то фермы. Все такое запущенное было, все развалилось. И какая-то наша женщина, таджичка, привела все это в порядок. Это огромная ферма, которая функционирует. Столько местных людей, которые вот там у нее и работают, и такие все довольно счастливые. Наверное, вот позитив надо передавать людям, что счастье в простоте. простоте, вот Да. мир. Да. Мы-то пережили войну, вы, наверное, не помните, вот девочка не помнит. помню. Я видел это Да. все, пережил через себя. И то, что сейчас вот наше руководство, самое главное, это, знаете, мир, стабильность, идем вперед, каждый день лучше и лучше. Вы знаете, Душанбе намного безопаснее, чем любой город в США или там в Европе. Вот буквально недавно мы приехали с Италии. Вот. Я так вам скажу, что лишние 2-3 дня я бы там не остался. Это ответ к вашему вопросу, откуда, с чего мы начали, куда пришли и что мы хотим довести, да, для нашей продукции. Вот. И если вы спросите наших моих сыновей, то вот эти вот простые вроде игрушки, да, они позитивно несут тепло. Да. Они всем нравятся. Очень много тепла, я вам скажу, да, на всем самом нравится. деле. Потому что кто бы не приехал в Таджикистан, вот я знаю очень многих людей, которые приезжают в Таджикистан, и им очень нравятся вот эти наши цвета, наша какая-то душевность. И мне много людей задавали вопросы, что на самом деле люди именно в Таджикистане, в такой маленькой стране, они обладают такой душевностью, гостеприимством, таким позитивом, и, наверное, это и как-то отражается в наших таких произведениях, которые Да. вы и ваши дети И делаете. только в моих. Вы зайдите в чайханы наши, как вас там встречают, как вас кормят, провожают. Зайдите в наши какие-то пункты питания или все, что связано с людьми, вас всегда встретят с улыбкой, там посадят или обслужат, или сделают все, чтобы вы ушли с улыбкой от них. Да. И не важно, кто вы, с какой страны там. И если вы заметили, то здесь никто не кричит друг на друга, там, ты такой или ты такой. Все мы таджикистанцы, и так, да. Это очень классно, потому что тем самым, вот вашими словами, очень многие люди, наверное, вдохновятся именно в том, что нужно все-таки обращать внимание на такие вещи, что этот мир не только там технологий, средств массовой информации, но также и искусство. Какой бы совет вы дали людям, которые ощущают свой какой-то талант в каком-то искусстве? Они начинающие художники, начинающие мастера, да, того же гончарного ремесла. Что бы вы посоветовали таким молодым, начинающим людям, чтобы они не опускали руки, да, зная, что у них есть какой-то талант в искусстве, и чтобы они продолжали это делать? Совет один. Никаких рецептов
нету, что надо делать, как надо себя вести. Ваш ум и ваши знания. Вот самое ценное, что у вас есть и будет. Ум у нас есть по генофонду. Знания наша молодежь старается везде приобрести. И по программам американским, и европейским, и другим, вот созидательность. Вот это когда наберется, жизнь покажет, подскажет. Самое главное, надо быть довольным, понимать, что, слава Богу, мы живем мирной, стабильной, развивается, может быть, не так сильно, как бы нам хотелось, но мы идем вперед. А это значит, что вы всегда будете на том пути, где вы сможете раскрыться. Ну, представляете, страна, где нет ни порядка, ни дисциплины, где идет война, грабежи, там, коррупция, там, и все вот эта машина работает против вас. Вы, конечно же, будете мучиться всегда. То есть не забывать, что мы живем в мире, в спокойствии и просто двигаться дальше, двигаться по своему пути. И еще самое, вот рецептов нету. Утром встанет, сделает то, а вечером сделает то. Нет. Жизнь меняется ежесекунда. Ваш ум и ваши знания помогут вам. Спасибо вам большое за очень такие слова, которые должны быть напоминанием для каждого из нас, что все мы должны знать, что творчество, искусство имеет место быть. Спасибо, что показываете своим творчеством, картинами эти яркие краски нашей красивой, уютной, душевной страны. Спасибо вам большое, что присоединились к нам сегодня. Ну, спасибо вам. Добро пожаловать. И используйте это время, которое вы здесь, в Таджикистане, больше посещаете молодых наших творческих, вот как Тахмина, людей, общайтесь с ними. Обязательно. Да. Побольше ездите, посещайте наши замечательные чайханы, наши кафешки, там собирается тоже молодежь. Я скажу так вам, у нас замечательная молодежь. Я в нее верю. Да, я в нее верю. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие слушатели, спасибо вам, что вы присоединились к нам. Надеюсь, что этот эпизод открыл для вас такую дверцу в мир, где творчество может быть живым разговором, и каждая глиняная частичка — это просто деталька в большой и увлекательной симфонии искусства. Спасибо вам, что были с нами, и увидимся в следующем эпизоде подкаста Empower You. Пока-пока.